piacere alla signora, per piacere alla signora, che da farvelo sapere. Voi dovete venire a tacere, ma di non lo so settare. Voi dovete venire a tacere, ma di non lo so settare. Ma se ascolta, si fa il sordo. Ma se vedo, si fa il cieco. No signora non l'accordo, no signora non l'accordo, vuoi vedere o parlar? Ma sarete per balordo, vi farete corvellar. Ma sarete per balordo, vi farete corvellar. No signora non l'accordo, no signora non l'accordo, no signora non l'accordo, vuoi vedere o parlar? Sì, vuoi vedere o parlar, no signora non l'accordo, 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 vuoi vedere o parlar? Sì, vuoi vedere o parlar, no signora non l'accordo, no signora non l'accordo, no signora non l'accordo, vuoi vedere o parlar? Vuoi vedere o parlar, vuoi vedere o parlar? Букет цветов из Ниццы прислал ты мне, и вновь горят зорницы минувших дней. Фиалки шепчут мне, что вновь цветут луга, и что кому-то я немного дорога. Букет цветов из Ниццы навеял сны, напомнил мне страницы моей весны. И хоть письма в букете нет, нет желанных слов, но спрятана в фиалках твоя Когда Салтанат Ахметова участвовала, наша казахстанская певица, я тогда следил за этим проектом, но потом после этого у меня свои конкурсы были и как-то перестал смотреть. А теперь в этом году я опять же начал смотреть, потому что мой фаворит, мой любимый певец и брат Сүндет Байғожин участвует. Здравствуйте, друзья! Только что вы просмотрели интервью Димаша на проекте российского телевидения «Большая опера-2016». Но я больше чем на 100% уверена, что вы прослушали, а вернее не расслышали имя участника, за кем следил. Это слова Димаша в этом большом и значительном для всех певцов проекте. Это Салтанат Ахметова, победитель конкурса «Большая опера-2014», своеобразного оперного аналога шоу «Голос». Сама Салтанат говорит, что конкурс был жестким. Записывали несколько передач в один съемочный день. Вместо микрофонов работали с петличками, с которыми было неудобно, потому что студия была звукоизолированной. Также был сильный состав участников, а значит сильнейшие конкуренты этого международного проекта на канале России К «Большая опера».
Помните, в нашей передаче «Димаш, Мария, Италия» мы задавались вопросом, нужна ли Димашу итальянская школа оперного пения? Так вот, этот вопрос по сей день остается открытым. Мы все еще обсуждаем, да или нет. Учась в Казахской национальной академии музыки, Салтанат Ахметова уже работала в оперном театре Басиитовой. В это время она 4-жды ездила на стажировку в Италию, в Академию оперного искусства Вазима, достаточно подолгу находясь в ней. И именно там она впервые стала петь разные музыкальные партии. Это была партия «Царицы», «Ночи» в волшебной флейте Моцарта и старинная музыка XVIII века, партия «Травесити Алькандро». И именно это помогло певице петь уже драматическую колоратуру и испытывать себя в этой музыке. Enough, enough. I'll take their diamond necklace and share my noble star by being in darkness. Dreadful shame I feel. Салтанат, спасибо, во-первых, большое. Мы знаем, что вы в Италии стажировались и даже побеждали на конкурсах. Вообще Италия дивно красивая страна. Вот Фабио знает, он бывал там. У вас есть в Италии какие-то любимые места? Любимые места? Даже не знаю. Ну, в том городке, в котором я жила, там очень много небольших городков, где есть академии. Ну, наша академия была просто замечательная. И там есть такой парк красивый очень. И мы с друзьями очень любили там посидеть, прощаться с солнышком на закате. Нет, я предполагал, что это может быть даже и пиццерия. Не обязательно какой-то великолепный памятник архитектуры. Само собой, разумеется. Пиццерия. А вы в прошлый раз говорили, что вы очень боитесь камер. Как полегче сегодня или все-таки? Знаете, да, я вот взяла на вооружение совет, что воспринимать камеры как просто пластиковую коробку с проводками и всякими электродами. Работает. Вот, поэтому сегодня, если честно, я вообще забыла о камерах. Леша молодец. И мистер Холландер тоже посоветовал на это не обращать внимания, поэтому постаралась с этим справиться. Вы вообще блестяще говорите на итальянском и даже разговариваете с Фабио, как я понимаю, на итальянском. Шикарно говорить на итальянском. Шикарно, просто супер. Елена Васильевна, вы сейчас не стихи пишете на итальянском языке случайно? Нет, моя дорогая, стихи я пишу только по-русски. Иногда по-французски. Тогда ваше слово про Салтанат. Ну, я, конечно, сойду с ума с режиссером. Ну, зачем этот пиджачок? И несмотря на эти глупости, все-таки вот у тебя что-то было такое обыгранное. Смазала в движении, в мелких нотках, мелкие нотки смазывала. Голос дивный, верхние ноты блистательные, легкие, очень талантливо, теплая, открытая, в эмоциях. Я говорю, да. Несмотря ни на что. Спасибо большое. Господин Холлендер,
Вы советовали нашей участнице не слишком рефлексировать перед выступлением. Была ли сегодня видна ее недельная работа над ошибками? Я под впечатлением и уверенно говорю «да». Я бы хотел сказать еще кое-что по поводу ваших итальянских приключений. К сожалению, должен констатировать, что в Италии сейчас театры оперные закрываются один за другим. Римская опера распрощалась с оркестром. Мы работаем с ними, но только по договору. В Неаполе расстались с художественным руководителем. А оперный театр в Парме вообще закрылся. Как видите, ситуация с культурой в Италии не очень хорошая. Поздравляю вас с тем, что вы сегодня поете здесь. Спасибо. Фабио, скажите, действительно все так печально? Вот я Не весной зря я еду 13 в Болонию. лет живу в России. В Болонию я еду, а Болония не закроется к тому времени, как я приеду в Болонскую оперу? Ну, опасности были. То есть, ага. Так что... А что случилось? Почему? Это экономическое положение такое тяжелое, да? Нет, это длинная история, конечно, и печальная история. Надо сказать, что, конечно, в Италии политика это ужасно, на что, конечно, все говорят, а здесь у нас в России тоже ужасная политика. Политика ужасна везде, конечно. Но надо сказать, что в России то, что государство делает для культуры и для музыки, намного больше, чем то, что государство делает в Италии. Так что я, несомненно, должен хвалить Россию. Галина Алексеевна, что вы скажете? Я надеюсь, не грустная нам. Ну, партия написана для такой певицы, как вы. И я думаю, что если Беллини услышал бы вас в этой партии, он был бы счастлив за то, что он написал вот именно для вас. Потому что это технически головокружительно. Это просто невероятная партия. Вы, конечно, с первого раза просто, ошеломили меня своей внешностью, своей артистичностью, своим голосом, вот таким беспредельным, наверху, все просто потрясающе. Я счастлива, что вы есть, и искусство тоже должно быть счастливо, что вы есть. Я говорю «да», и это просто потрясающе, это звездно. Спасибо вам большое. Спасибо. Дмитрий, вам слово, пожалуйста. Салтанат, у меня вопрос такой. Кто у вас педагоги были по актерскому мастерству? Мой педагог, народная артистка Казахстана Хурланка Лиламбекова, она как бы в нас воспитывала всегда именно подход к произведению от образа, от характера героя. Замечательно. Поклон ей низкий, потому что она вас научила этому. Ни одной бессмысленной ноты. В общем-то, в бессмысленной музыке Беллини вы наделили эту музыку большим смыслом. Спасибо вам большое. Конечно, да. Спасибо. Спасибо. Итак, Салтанат получает 4 голоса от нашего жюри. Салтанат, я вас поздравляю. Международная академия оперного искусства в городе Азима существует с 1979 года, и в музыкальном мире она хорошо известна. Система организации обучения здесь отличается от общепринятой в Италии. Нет педагогов, которые ведут от начала и до выпуска, а есть множество педагогов и коучей, концертмейстеров, с которыми занимаются студенты. Сама Салтанат Ахметова признается, что в сегодняшнем открытом мире для творчества любого певца чрезвычайно важен контекст профессионального окружения. Сегодня певцу просто необходимо знать, как поют его коллеги из разных уголков планеты, и именно международные академии, которых в мире немало, способны дать такую возможность. Для Салтанат академия в Италии оказалась полезной. Как она сама говорит, решение поступить туда считаю правильным. Ведь какие-то вновь узнаваемые тобой исполнительские ракурсы вокальной стилистики в той или иной сфере академической музыки лишним для певца быть не могут. Итальянская академия явилась действенной школой совершенствования итальянского языка, главного международного языка современного вокалиста. Она продолжает. С каждым новым коучем что-то новое я непременно приобрела для себя, на заметку. В рамках академии предоставлялась реальная возможность и поработать с известными мастерами, и поделиться своим собственным багажом пения. Сейчас Салтанат поет в Астана опера. Это драм-сопрано Мюзетта, и в опере «Абай» Ахмета Жубанова и Латыфа Хамиди героиня Ажар. Вот и все, дорогие друзья, то, что я хотела вам сказать сегодня. Мы встречаемся с вами теперь ежедневно. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте поставить свой лайк
И не забывайте написать свое мнение, нужна стажировка или нет Димашу в Италию. Я думаю, все-таки в скором времени я услышу от своих зрителей хорошую весть о том, что Димаш все-таки едет на стажировку в Италию. Обычно тому, кто первый сообщает благую весть, казахи дают коремдек, символическую сумму денег. Я обещаю, если вы захотите, я сообщу ваше имя в последующем видео, что именно от вас услышала прекрасную новость. Почему от зрителя? Потому что мы живем в разных часовых поясах. У вас день, у нас ночь. И именно от зрителя я впервые слышу все новости. Все, дорогие друзья, до свидания, до завтра. Пишите, что бы вы хотели услышать о Димаше и его творчестве в следующей передаче. Пока-пока.